Всем привет! Сегодня, как и обещал в прошлом видео, расплавим вот этот вот мешок вместимостью 1000 килограмм. Еще раз покажу, маркировка у него ЛДПЕ ПП, то есть полипропилен. Вот такой вот большой мешок, в который влезало 1000 килограмм селитры. Следующий шаг: разрезал я мешок вот на такие вот куски. Ну, примерно 40 на 40, произвольно. Главное, чтобы было удобно его потом разбирать, этот мешок, на нитки. То есть теперь мне нужно вот эти нитки все по одной, ну, распушить, короче, весь мешок. Делается это вроде кажется долго, но вот такой кусок ушло у меня 10 минут, поэтому думаю, получится. В итоге у меня получается вот с куска, например, вот такая вот мотня или волосня, называйте как хотите, я не обижусь. Ну, сейчас покажу, что дальше я с ним делаю. Дальше кладем на любую подходящую поверхность, берем термофен и начинаем греть. При прогреве он начинает стягиваться в один кусок. Кто-то может скажет, зачем тогда распускать, можно просто на мелкие куски порезать и также стянуть, получается совсем не то. Так лучше. То есть вот мне в прошлом видео советовали люди, и раньше люди советовали, что после токарной обработки стружку можно переплавлять и получится меньше пузырей. Вот я и хочу попробовать, как раз можно сказать, это ж вот эта стружка и есть. И попробую, как она сплавится, как она себя покажет. Но плавить я буду не термофеном, плавить буду опять в духовке. Это только подготовительный процесс. Вот получился вот такой вот кусочек, который свободно уже войдет в форму. И потом сейчас наделаю этих кусков, натрамбую форму и тогда уже начну плавить. Заряжать начну в духовку. Пока получается вот так. Не стал я натрамбовывать эти куски, потому что, чтобы прогрев внутри был лучше. Просто друг на друга кладу. И все, включил духовку, сейчас прогревается. И буду закрывать дверцу. И пусть греется. Все, продолжаем. Все, готовлю последнюю закладку. От мешка остались рожки до ножки, только швы и ручки крепежные. А так вот это вот последнее от мешка. Ну и там почти полная уже форма. Цвет, правда, получился не ахти. Наверное, потому что мешок крашеный. Синий и желтый присутствует цвет. И получился какой-то грязно-зеленый. В прошлый раз был белый чистый пластик, когда плавил я полиэтилен. А сейчас цвет будет другой. Ну не этот, а там, который в форме. Скоро покажу. Вот что пока получается. Как же показать-то? Вот.
Видите, что краска, что она творит, что она показывает. Так, ну теперь последнее. Я даже не знаю, влезет ли оно. Должно вместиться. Сейчас сядет все равно. Опа. Я уже когда утаптываю, выдавливается. И поэтому ставлю так. Все, последняя это была. Все, достаю я форму и под пресс. Вот что получилось теперь. Такая штука. На этот раз. Красоты мало. Посмотрим, что там будет внутри. Так, теперь поршень я сделал вот такой вот. Только влезет ли он? Опа. Поршень этот не влезет. Опа. Сейчас я его вставлю, потом ключу будем зажимать. Так, ну немного все равно выдавливает, даже поршень обмотанный остатками мешка. Ну ничего, по мере остужания или остывания буду поддавливать еще. Я сейчас почти и не сдавил. Так, аж ты, прилипают перчатки. Просто из-за мешка я теперь не вижу, перекашивается поршень или идет ровно. Вроде давит. Ага, выдавливать начало. Так, центр. Ну вот стоит по центру, а выдавливает с одного места. Так, ладно, пусть остывает. Сам уже буду поддавливать без вас понемногу. Остужу, выну, покажу. Вот что получилось после вынимания из формы. Ну, это отметенные на дне термоса были формы, это ладно. Так, с виду и ничего, пластик. И сегодня я не буду вас мучить своими токарными извращениями. Я сейчас сам без вас обрежу вот это вот край. И попробую я сегодня поработать фрезами. Фрезами, бормашинкой. Доделал я свою бормашину. Якобы типа профиль с китайским наконечником внутри. И фрезами поработаю по мягким металлам. Ну, хотя ею, этой фрезой, и швы сварочные заделываю, слышал так. Ну, короче, такой фрезой, которая обычно работают по дереву, по твердым породам. Фрезой по дереву от фрезера ручного, если у меня руки после этого эксперимента целые останутся. И фрезой по металлу. Посмотрю, хочу проверить, как по пластику будут работать разные виды фрез. По дереву-то я их испытывал. Работают они на ура. Посмотрим по пластику. Там, где нет никаких волокон, но есть вязкость. Ну, а сейчас я вот обрежу эту верхушку и продолжим. С этого пластика получается интересная стружка. Она отличается от других, что я точил. Слышите, какая хрустящая. Получается, опять нарезались ленточки, хоть плети мешок. Но пластик сам по себе получился хрупкий. Вот он кусок, который выдавило. И он, ну, какую-то вот эластичность имеет, а потом он ломается. То есть по нему, если бить чем-то, молотком, его можно сломать. Так, ну это куски, ладно. Где тут еще зацепиться? Ладно, все круглое. Короче, ладно, он ломается.
Ну так-то нет. Все, сейчас пробуем поточить фрезами. Все готово. Первую фрезу поставил. Вот эту вот. Ну и точить буду пробовать где-то вольтах на 18, на 20. Ну, 19 вольт. Интересно берет, прикольно. Никаких волокон. Как материал для творчества, я думаю, вполне сгодится. Нормально режет. Попробую сейчас поменять фрезу. По металлу поставлю. Посмотрим, что будет. Что она покажет. А работать вполне даже приятно. — 24 вольта. Так, вот тут уже страшновато. Да, фреза по металлу — это уже совсем другое. Так, не буду я ставить вот эту фрезу по дереву, потому что ее будет выбивать слышно сразу. Потому что на этой фрезе вон сколько лепестков. Она гладенькая идет, чистенько. И, что хорошо, ее не забивает пластиком. То есть она остается чистая. Вот эта фреза, она трехперая. И то ее уже выбивает, дергает. Поэтому этой даже и не хочу я заморачиваться. Во-первых, диаметр большой. Во-вторых, всего лишь 2 лепестка. Ею здесь не поработать. Хотя по дереву можно. По дереву я ею работаю нормально. Так, ну и что теперь? Подвести итог. Опа, посмотрите поближе, что получается. Как в парафине, как будто выедает. Тоже, я думаю, имеет право жить такой пластик. Для каких-то, ну для каких-нибудь деталей, для каких-нибудь, особенно если в декоративных целях. Что-то вот именно вытачивать, как из дерева, вполне себе, я думаю, он может пригодиться. Так, ну все. Будем закругляться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось. Отписывайтесь от канала, ставьте дизлайки. То есть сначала подпишитесь, а потом отпишитесь. Я шучу. В это время трудное желаю всем незаметно, чтобы прошел весь этот кризис, все эти коронавирусы. Короче, всем здоровья, благ, удачи. Все, всем пока.